So I'm happy to see you here for the teaching on how to meditate. Итак, я очень рад всех вас здесь сегодня видеть на учении о том, как медитировать. So, and you should understand the purpose of meditation. И вам нужно понимать цель медитации. So, purpose of meditation is not just for fun or something enjoyment. It is to subdue the mind. Цель медитации не в каких-то развлечениях или удовольствиях. Главная цель – это в укрощении ума. And then meditation is not something mystic thing. It's a Lama Tsongkhapa says meditation is a Tibetan word gom. Gom means familiarity. И медитация – это не что-то такое мистическое. Как говорил Лама Цангкапа, медитация на тибетском языке – это слово гом, а гом означает освоение. So, what familiarizing? Что мы осваиваем? So it's saying that familiarizing with positive way of thinking, that's called meditation. Здесь речь идет об освоении позитивного образа мышления, и это называется медитация. Then why we have to familiarize with positive way of thinking? Why? Зачем нам необходимо приучать себя к позитивному образу мышления? So reason is that all our suffering come from our familiarizing with negative way of thinking. Причина в том, что главная причина всех наших страданий – это то, что мы очень привыкли к негативному образу мышления. Because of familiarizing negative way of thinking, negative emotion comes spontaneously. Из-за этой привычки к негативному образу мышления у нас спонтанно проявляются негативные эмоции. That make our mind sick. Это то, что делает наш ум больным. And not only that, it creates a cause of suffering in long term. И кроме этого, это также создает причины страданий в долгосрочной перспективе. Through such way, through dwellings of Tibetan origination, we are rooted in samsara because of the familiarizing with negative way of thinking. И так по схеме 12-звенной цепи взаимозависимого возникновения мы вращаемся в сансаре из-за привычки к негативному образу мышления. So that's why what you have to do is say, familiarize with the positive way of thinking. Поэтому что вам необходимо сделать, это приучить себя к позитивному образу мышления. So familiarizing our mind with the positive way of thinking, that's not easy. А приучить наш ум к позитивному образу мышления нелегко. So for that, you need a detailed information how to familiarize our mind with positive way of thinking. Для этого вам необходима подробная информация о том, как приучить свой ум к позитивному образу мышления. So that's where the way of familiarizing, there is two different way of familiarizing with a positive way of thinking. И существует два способа приучения себя к позитивному образу мышления. One through one point of concentration, then you are familiarizing positive way of thinking. Second is through analyzing and familiarizing positive thinking. Один из них – это посредством однонаправленного сосредоточения вы осваиваете позитивный образ мышления, а второе – это посредством анализа вы также приучаете себя к позитивному образу мышления. So that's where there is two types of meditation called one point of concentration meditation and analytic meditation. И поэтому различают два вида медитации – это медитацию однонаправленного сосредоточения и также аналитическую медитацию. Now, in order to have an analytic meditation effectively, then one point of concentration, shamatha, is very important. Теперь для того, чтобы эффективно заниматься аналитической медитацией, очень важно медитировать на развитие шаматхи. So, depend on the shamatha, then we can, when we do the analytic meditation, then we achieve the vipassana, which is called wisdom arises from meditation. Когда в зависимости от шаматхи мы начинаем проводить аналитическую медитацию, то то, что обретаем, это випашину, и это то, что называется мудростью, возникающей на основе медитации. So, from another side, Buddha says, root of our suffering is ignorance. С другой стороны, Будда говорил, что корень всех наших страданий – это неведение. So, in order to remove the ignorance, reciting mantra is not enough, doing prayers not enough, going to a holy place not enough, So we have to cultivate antidote to ignorance. That is a wisdom. И чтобы устранить неведение, нам недостаточно начитывать мантры, недостаточно молиться, недостаточно посещать святые места. Что нам необходимо для устранения неведения, это развить противоядие, которым является мудрость. So that's why cultivating wisdom is one of the most effective way of practicing dharma. Поэтому развитие мудрости – это один из самых эффективных способов практики дхармы. So that's why Buddha says. Поэтому Будда говорил. Ананда. One person, one kalpa practice charity. Один человек в течение кальпы практикует щедрость. Second person. А второй человек for few moments receive teaching on Prajnaparamita. В течение кратких мгновений получает учение по Пражняпарамите.
who accumulate more merit? Кто из них накапливает больше заслуг? Anand say, yeah, second person receiving teaching of Prajnaparamita. И Ананда ответил, это второй человек, получающий учение по Пражняпарамите. Buddha says, that's right. Будда сказал, это правильно. The first person, kalpa practice charity, high merit, but comparison with the merit arise from listening teaching of Prajnaparamita, that is can't be compared. Первый человек в течение кальпы практикует щедрость, и это очень большие заслуги, но если сравнивать его с тем человеком, который получает учение по Пражняпарамите, то заслуги этого второго просто несравненны. So reason is that Buddha says root of our suffering is ignorance. Practice of charity can't be antidote it. It can accumulate some merit. И Будда говорил, что причина этого состоит в том, что корень наших страданий – это неведение. Что касается практики щедрости, то она не является противоядием от неведения, а просто помогает накопить определенные заслуги. So when you receive teaching on Prajnaparamita, when you get little bit doubt on your ignorance, it shake the root of samsara. That another master says. Когда вы получаете учение по Пражняпарамите, если у вас, как говорил Нагарджуна, если у вас возникает хотя бы сомнение в вашем неведении, то уже это сотрясает корень сансары. Something like our ignorance, how it grasps to the I as inherent existence. If you doubt that maybe such I exists or not, if you feel doubt, that shake the root of samsara. Как наше неведение цепляется за представление о я, как за самосущем я, если у вас возникает хотя бы сомнение, благодаря получению учения, если появляется хотя бы сомнение в этом, то тем самым вы уже сотрясаете корень сансары. You doubt that such solid I, which I from beginning to understand that such thing does really exist. This really such thing exists or not? It looks like contradiction. Вот когда вы начинаете думать, что вот это прочное я, о котором я думал с безначальных времен и до сих пор, когда я считал его существующим, на самом деле существует оно или нет? Потому что как таким образом, каким является мне? So that will be shake the root of samsara. И вот это сомнение содрогнет корень сансары. So that's why cultivating wisdom is one of the best way of practicing dharma. Поэтому развитие мудрости – это один из самых лучших способов практики дхармы. So there's three types of wisdom Buddha explained. И Будда объяснял, что существует три вида мудрости. First wisdom is wisdom arise from listening teaching. Первое – это мудрость, возникающая на основе слушания учения. So just every time when you receive teaching, you cultivate some wisdom. One ignorance became less in your mind. Каждый раз, когда вы получаете учение, то вы развиваете определенную мудрость, и каким-то одним неведением становится меньше в вашем уме. But if you teaching which you receive, if it's not based on authentic text, then it's not wisdom, it's a wrong information. Но если то учение, которое вы получаете, не основано на подлинных текстах, то в этом случае оно для вас не становится мудростью, а это неправильная информация. So that's why wrong information better not have information, and having wrong information better not information is better. Поэтому нужно сказать, что лучше вообще не иметь информации, чем обладать ошибочной информацией. Nowadays people so many information, but there is very few valid information. That's why because of this information they create more problem. В наши дни существует большое количество разной информации, но лишь очень небольшая часть этой информации является достоверной, а все остальное создает больше проблем. Because of so many wrong information, then these people, people who live in a village, less knowledge, less problem. And in the city, so many strange knowledge, then they have more problem. И из-за этого получается так, что те люди, которые живут в деревне, обладают меньшими знаниями, и, соответственно, у них меньше проблем, а у людей, которые живут в городе, у них больше знаний, это странные знания, и при этом больше проблем. Больше проблем. Okay, yeah. So that's where everything, every information you should understand that there is a valid teaching and not valid teaching. So valid teaching which you receive, then is a wisdom arise from listening teaching. Итак, в отношении любой информации вам нужно понимать, что существует достоверное учение и недостоверное учение. Если вы получаете достоверное учение, то тогда вы обретаете мудрость, возникающую на основе слушания учения. Then second wisdom. Второй вид мудрости. Wisdom arise from thinking. Это мудрость, возникающая на основе размышления. This one is what Buddha says, what great Master Pastor say, and what you think in daily life. When you compare it, investigate, which is more effective, which is more deeper. Then slowly you understand the teaching which taught by Buddha, great Master Pastor. This is a more deeper. Your way of thinking is a shallow.
then your real understanding. This is wisdom advancement thinking. Здесь, когда вы сравниваете свой повседневный образ мышления с тем, чему учил Будда, чему учили великие мастера прошлого, то вы начинаете видеть то, что When you investigate, analyze. когда вы исследуете, проводите анализ, и когда вы приходите к выводу, что то, чему учил Будда, чему учили великие мастера прошлого, по-настоящему является более эффективным. So our way of thinking is very shallow and narrow. Наш образ мышления очень мелкий, очень узкий. For example, when I learned how to play chess, Например, когда я учился играть в шахматы, my trainer tell me that when I make move, he says this is not effective move. If you make such and such a move, that is a better. And I can't understand why this is better. когда я делал какой-то ход, мой тренер мне говорил, что этот ход не самый эффективный. Вот если ты сходишь так-то и так-то, то это будет намного лучше. Я смотрел и не понимал, почему же это будет лучше. I don't accept immediately. I say how, I analyze it. Then when I analyze, then I understand that my way of thinking after 5-6 move, then there's big problem. Я не принимал это сразу же. Я задавал вопрос, а почему это является более эффективным, и затем проводил анализ и приходил в ходе анализа к выводу, что через 5-6 ходов из-за такого моего хода у меня возникнут проблемы. What he says, trainer, after 5-6 move, it became a more stronger and more, firm. А что касается тех ходов, о которых говорил тренер, то благодаря ним через 5-6 ходов позиция оказывается более сильной, более надежной. Through such way, then I accept, that's the real effective. Then my way of thinking move is a very shallow way of thinking. Then my understanding became better. И так я приходил к пониманию, что действительно такие ходы являются очень эффективными, а что касается моего образа мышления, то он является очень мелким и узким, и благодаря этому Level of thinking became better. Уровень мышления становился лучше. In the same way. И точно так же. So in a worldly way of thinking, we have a thinking that somebody praise you is very good, you should be happy. Somebody criticizes you, should be unhappy. But Buddhism say, if somebody praise you, don't be happy. Criticism, you should be happy. So it's opposite. Так в повседневной жизни мы думаем так, что если нас кто-то хвалит, то нам нужно этому радоваться. Если кто-то критикует, то нужно расстраиваться. Но в буддизме говорится, что наоборот, если вас хвалят, то вы не должны радоваться этому, но при этом должны радоваться, если вас критикуют. Then you investigate. И так вы исследуете это. Then you understand that happy with the criticism is a really dynamic way of thinking. Так вы увидите, что радоваться критике – это по-настоящему очень динамичный образ мышления. Happy with praises is because then you have so many shortcomings. Если вы радуетесь похвале, то из-за этого у вас возникает множество каких-то недостатков. So then when you think that, then let you go a little bit beyond the world people thinking, and criticism, you can feel that this is very useful to you. Praises make you weak person. Так, если вы подумаете таким образом, то немного превзойдете обывательский образ мышления, и тогда подумаете, что критика для вас очень полезна, а похвала, наоборот, делает только слабым. So that's why last time, few years before, I wrote one text called 8 debut mistakes. So these are the 1-2 debut mistakes in our life. И поэтому несколько лет тому назад я написал такую книгу, которая называется «8 дебютных ошибок», и среди них вот это 2 дебютные ошибки нашей жизни. Yes, okay. In this way, through analysis, thinking, teaching what Buddha says, what you were thinking, compare. Then later on, you understand that such way of thinking is a dynamic, really very, very well. Then your way of thinking become higher and higher. Таким образом, вы сами проводите анализ и проверяете, каков ваш образ мышления, а также чему учил Будда, и тогда вы начнете видеть то, что учение Будды – это по-настоящему очень динамичный образ мышления, и благодаря этому вы сами начнете мыслить все более и более высоким образом. And then your mind will not disturb by other factor easily. И тогда ваш ум уже не будут как-то легко беспокоить внешние факторы. At the moment, our mind very easily disturbed by some other small factor because weak mind, way of thinking is poor. В наши дни наш ум очень легко впадает в беспокойство из-за каких-то небольших внешних факторов. Но причина в том, что наш ум очень слабый. If you have a dynamic way of thinking, if you live according to teaching of Buddha, если у нас появится динамичный образ мышления, и если мы начнем жить согласно учению Будды, whatever people say, it doesn't affect you. То, что бы ни говорили люди, на нас это не повлияет. Because you
you understand that what you are very important. What people say, what people think is not important. Потому что вы будете понимать, что то, кем вы являетесь, это важно, а что люди о вас говорят, что они думают, это не важно. So what you are is very important. А то, кем вы являетесь, это важно. This principle is very important. И такой принцип действительно является очень важным. So what people say, that don't make you better and that don't make you worse. А что о вас говорят люди, это никак не делает вас лучше и также не делает хуже. If somebody say, Toasty, tomorrow morning, if you become a fat, then you say, yesterday I have very good figure, you tell me I'm fat, now I became very fat. Если вас обзывают толстым, и если бы на следующее утро ваша действительно фигура становилась более толстой, то в этом случае вы бы сказали, вот вчера вы меня обозвали толстым, и теперь я действительно стал с такой плохой фигурой. So then there is a point to get angry. Тогда был бы определенный смысл злиться. So whatever they say don't make you fat, then why you feel unhappy? Но чтобы о вас не говорили, вы от этого толще не станете, поэтому зачем же расстраиваться? The opposite, if somebody says toasty, you eat less, tomorrow your figure become better, you know. Наоборот, если кто-то вас назовет толстым, то вы в этот день будете есть меньше, и на завтра ваша фигура станет лучше. If somebody says tupoi, stupid, then you read more book, tomorrow become more wiser. Если кто-то назовет вас глупым, то сегодня вы прочитаете больше книг, и на следующее утро станете мудрее. So criticism don't harm you, it helps you. Поэтому критика не вредит вам, она вам помогает. If you see this as a useful, then you don't get angry. И так, если вы будете видеть ее как полезную, тогда не будете злиться. If you stay in sauna, it's very hot. You can't breathe properly, but you pay money. Why? Например, если вы сидите в сауне, то там очень жарко, вы не можете нормально дышать, но при этом вы за это платите деньги. Почему? Because you know that this is good for health. Потому что вы знаете, что это полезно для здоровья. You pay money and say the time goes very fast. Вы платите деньги и говорите, о, как быстро пролетело время. In the same way. И точно так же. When people say bad thing to you, when people will, say bad thing and you angry on you, for you this is the best mental sauna. Если люди говорят о вас плохо, если они на вас гневаются, то для вас это лучшая сауна для ума. And another thing, don't accept it. С другой стороны, также не принимайте этого. When somebody say bad thing, don't accept it. Если кто-то говорит что-то плохое, не принимайте этого. When somebody, show you aggression, don't accept it. Если кто-то к вам проявляет агрессию, не принимайте это. So then they can't disturb you. Тогда они не смогут побеспокоить So вас. during the time of Buddha, one person was very angry with Buddha. Так, во времена Будды однажды один человек очень сильно разозлился на Будду. He said, you have no right to give teaching. Он говорил, у вас нет права давать учение. You are stupid, and there's so many bad things. Buddha very calmful say. Вы глупый и так далее. То есть говорил очень много всего плохого, а Будда слушал это очень спокойно. Then he said, how come I'm telling you so many bad things? I'm showing you aggression. Why? How you can remain calm? И этот человек затем спросил, ну как же такое возможно? Я сказал так много всего плохого о вас, проявил столько агрессии, как вы можете оставаться таким спокойным? Then Buddha says, Будда ответил, if I give you a present, если я делаю тебе подарок, if you don't accept, и ты не принимаешь его, to whom this present will stay? то с кем останется этот подарок? He says, stay with you. Он сказал, подарок останется с вами. In the same way, И точно так же, if you say me bad thing, if you show me aggression, if I don't accept, to whom it will stay? если ты говоришь обо мне плохо, если проявляешь агрессию, если я не принимаю всего этого, то с кем это остается? He said, stay with me. Он сказал, это останется со мной. Then why I should be unhappy? Будда сказал, ну а зачем же тогда мне расстраиваться? Yes, okay. So what do? Как вы поступаете? If somebody say one word toasty, fat, Если кто-то произнесет одно такое слово «толстый», you don't just accept it. вы не просто примите его. Whole night looking at this word toasty, toasty, toasty. Вы всю ночь будете думать об этом слове «толстый, толстый, толстый». Okay. So whole night meditate on this, one negative word, and you are not happy. Everybody surrounding you are not happy. Всю ночь вы будете медитировать на одно это негативное слово, и сами станете несчастными, и также огорчите всех окружающих вас людей. So that's why don't say I can't meditate. But when it comes to negative meditation, you are expert meditator. Так не говорите, Geshe-Ru, я не могу медитировать, потому что если дело касается негативной медитации, то здесь вы просто эксперт. Expert, okay. You this negative point, which you start thinking it,
then nobody can disturb you. Если вы начинаете думать о каких-то негативных темах, то в этом случае вы не можете остановиться, и никто вам не помешает. You don't say, I'm negative, on anger, don't disturb me, don't go here and there. You don't say. При этом вы не говорите, я медитирую на гнев, не мешайте мне, не ходите взад и вперед. You don't notice people going here and there. Вы даже не замечаете тех людей, которые находятся рядом. You don't see your food in front of you. Вы уже не видите еды перед вами. Даже вкусно пахнет, да, вы не заметите, да, одна правильная концентрация, он так сказал, год назад так сказал, 2 года назад он так сказал, 3 года назад, да, потом все истории, да, вы как, like a writer, you just write everything, thesis on him, thesis. То есть вы как писатель записываете все, так составляете тезисы. Then you achieve the realization. А затем достигаете реализации. Negative meditation realization. Это медитация, реализация в негативной медитации. Your face become red. Ваше лицо становится красным. From your hair come dim. Голова начинает дымиться. Eye become red. Глаза краснеют. So living зойду. Превращайтесь в живого злого духа. Ясно, да? Хорошо. Who make this зойду? Кто делает вас таким злым духом? You're familiarizing with negative way of thinking. Это ваша привычка к негативному образу мышления. Accepting the present, bad present. То, что вы принимаете такие плохие подарки. Not only accepting it and then taking it, it is so close to. Не просто принимаете их, но также очень близко их держите. So my advice to you. Итак, мой совет для вас. So any bad thing about the negative point, don't take the present. Все плохое, все, что касается негативных тем, не принимайте как подарок. One good thing. А что-нибудь одно хорошее. Somebody give you small present. Например, если кто-нибудь делает вам маленький подарок, then this one accept it from the depth of your heart. То его принимайте всем своим сердцем. Not one this time. 1 year before he did give me such and such. И думайте, не только в этот раз, но и год назад также он подарил мне то-то и то-то. 2 года назад, when I was hungry, he gave me some bread. И 2 года назад, когда я был голодным, он поделился со мной хлебом. 3 года назад, 4 years. Then previous life, they've been my mother and also served me. Затем 3 года назад 4, а затем в прошлой жизни он был моей матерью и также ухаживал, служил мне. Not only this person, every sentient being who not been kind to me. И не только этот человек, но среди всех живых существ, кто не был добр ко мне. Like that, if you think it. И если вы думаете таким образом, this is meditation. То это медитация. Yes, then what reaction you get it? Тогда какой реализации вы достигнете? Your face is shining with a rejoice. Ваше лицо начнет сиять от сорадования. Yes, I don't do such formal meditation too much. And such meditation, just now I told you, this one I do very often. Я не занимаюсь формальной медитацией слишком много, но что касается той медитации, о которой я вам только что рассказал, вот ей я стараюсь заниматься часто. Then tear come from your eye, hair stand up. Тогда из ваших глаз начинают течь слезы, волоски становятся дыбом. Then you feel close to all sentient being. И вы чувствуете близость ко всем живым существам. Then their suffering and my suffering. Like how you feel to your children, their suffering is more, more for you is more sensitive. То, что касается их страданий и ваших страданий, то какие чувства у вас есть к вашим детям, также и к этим живым существам, к их страданиям у вас появляется больше чуткости. Their suffering is more serious than my suffering. Их страдания вы принимаете в большей степени всерьез, чем свои страдания. My suffering doesn't matter. Nobody, no sentient being suffer. Then you are slowly exchanging self for other. Мои страдания не имеют значения, но пусть не страдает никто из живых существ, и в этом случае вы уже постепенно начинаете проводить обмен себя на других. Then really good foundations of Bodhisattva you are slowly building up through such way of thinking. Так вы по-настоящему закладываете очень хороший фундамент для дальнейшего развития бодхичитты благодаря такому образу мышления. So that's where in the positive point you should not only accept it, think on this one point, then think more and more positive point, and then generate strong love and compassion to others. И поэтому в отношении позитивных тем вы не только должны принимать их, но также к ним добавлять и множество других разных позитивных тем и развивать сильное чувство любви и сострадания. That's where Kadama Master says. Поэтому мастера Кадампа говорили.
usually remember the kindness of sentient being. Обычно помните о доброте живых существ. Whatever people done good thing to you, never forget it. Always remember. Что бы хорошего другие не сделали по отношению к вам, никогда не забывайте об этом, все время помните. What mistake they have done, you should immediately forgive and don't remember it. Ошибки, которые они допустили, вам нужно сразу же прощать и даже не вспоминать о них. And then rejoice the merit of those who are engaged in pure spiritual practice. И сорадуйтесь заслугам тех, кто вступил на чистый путь духовной практики. And destroy the enemy which stay inside your mind. И уничтожайте врага, который пребывает в вашем уме. This one you should memorize by heart. Эти слова вам нужно запомнить наизусть. I memorize this heart and very useful. Я помню наизусть эти слова, и они очень полезны для меня. When you rejoice some other people doing good thing, doing some dharma practice, if you rejoice, even you don't do, you achieve the same merit. Когда вы сорадуетесь хорошим поступкам других, духовной практике других людей, то даже если сами не занимаетесь такой практикой, вы накапливаете точно такие же заслуги. Okay. Now come back to point. Теперь мы вернемся к нашей теме. So, then based on the wisdom arise from thinking, then you have to cultivate wisdom arise from meditation. И затем на основе мудрости, возникающей из размышления, вам необходимо развить мудрость, возникающую на основе медитации. So that's where wisdom arises from meditation. This is the genuine wisdom. И та мудрость, которая возникает на основе медитации, является подлинной мудростью. This wisdom without shamatha not possible. И обрести такую мудрость без шаматхи невозможно. This wisdom will really remove the delusion of our mind. Wisdom arises from thinking and listening. This wisdom is not enough strong to remove delusion of our mind. It will reduce the delusion. Эта мудрость по-настоящему устранит омрачение из нашего ума. А что касается мудрости, возникающей на основе размышления, и мудрости, возникающей на основе слушания, то эта мудрость не устраняет полностью всех омрачений из нашего ума, но может помочь нам уменьшить омрачение. So that's why in order to completely free from delusion, realize all potential, then we need a third wisdom. Wisdom arises from meditation. И поэтому, чтобы нам полностью освободиться от всех омрачений и реализовать весь свой потенциал, нам необходимо обрести третий вид мудрости, мудрость, возникающую на основе медитации. So that's why in order to wisdom arise meditation, for that without shamatha not possible. А что касается мудрости, возникающей на основе медитации, то без шаматхи ее обрести невозможно. Shamatha means through one point of concentration, when one's mind induced with tranquility, then that is called shamatha. Шаматха – это когда благодаря однонаправленному сосредоточению ум преисполняется безмятежности, то это называется шаматха. Vipassana is with the help of shamatha, through analyzing the conventional ultimate nature of phenomena and induce the tranquility. That's called vipassana. Что касается випашшаны, то это когда посредством шаматхи вы проводите анализ относительной абсолютной природы феноменов и также наполняетесь безмятежностью в ходе этого анализа. Это называется випашшана. So that's where such a shamatha vipassana very, very important for spiritual realization. И такие шаматха и випашшана очень-очень важны для духовных реализаций. So Lama Tsongkhapa says, without shamatha realization, no any Buddhist realization can achieve. Even Tantra realization, nothing can achieve it. Shamatha is the basis of all realization. И Лама Цангкапа говорил, что без шаматхи вы не сможете достичь ни одной буддийской реализации, никаких тантрических реализаций вы также не сможете достичь без такого фундамента, как шаматха. So that's why, no, in order to develop shamatha. Теперь для того, чтобы развить шаматху. So, as I told you, the king of instruction of shamatha in extension Lamrim, Lama Tsongkhapa explain how to develop shamatha, and second one is in middle Lamrim, Lama Tsongkhapa explain how to develop shamatha. These two are the two king of instructions of how to develop shamatha. Как я говорил вам в отношении развития шаматхи, есть два свода наставлений, которые являются царем шаматхи. Это большой ламрим Ламы Цангкапы, тема развития шаматхи, и также тема развития шаматхи, которую Лама Цангкапа изложил в среднем ламриме. Why? Почему? Because any other so many instructions on develop shamatha. So that's why in extension lamrim and middle lamrim you don't find any instruction in other texts which is not included in this one.
И существует, почему это так? Потому что существует большое количество наставлений по развитию шаматхи, но если вы исследуете большой ламрим и средний ламрим, то обнаружите, что ни одно из таких наставлений не упущено, которые составили великие мастера прошлого, ни одно из них не упущено в большом и среднем ламриме. Yes, no, and something which is mentioned in extension lamrim and middle lamrim. So that point is not mentioned in many other texts on shamatha. Что касается тех наставлений, которые представлены в большом и среднем ламримах, то многие из них не упоминаются в других текстах. One part they explain, but another part they don't explain, like that. В других текстах бывает так, что какая-то одна часть объясняется, а другая не объясняется. Yes, no, okay. So that's where extended lamrim and middle lamrim, when the topic on how to develop shamatha. These are the two king instruction of shamatha. И поэтому, если говорить о развитии шаматхи и наставлениях, которые на эту тему излагаются в большом и среднем ламримах, то это царь по развитию шаматхи. So as I told you last time, extensive lamrim explain how to do shamatha more general way. И как я говорил вам в прошлый раз, большой ламрим, тема шаматхи в большом ламриме объясняет, дает более общее представление. So, in the middle lamrim, а в среднем ламриме then explain more technical way how to actually develop shamatha. Лама Цангкапа более техническим образом объясняет, как непосредственно развить шаматху. So now last time I explained you how to develop shamatha based on the middle lamrim. И в прошлый раз я начал вам объяснять то, как развивать шаматху, основываясь на среднем ламриме. So heading is a how how to develop shamatha. Explain the three heading. Тема развития шаматхи объясняется в 3 частях. First one, explaining the 6 constitutive conditions. Первое объясняется 6 благоприятных условий. Second, on depend on 6 constitutive conditions, how to develop shamatha. Второе, как в зависимости от 6 благоприятных условий развить шаматху. Then third, through meditation, the border of achieving shamatha. И третье – это каковы критерии достижения развития шаматхи в процессе медитации. These three are very important point. И это 3 очень важных темы. So first is a 6 constitutive condition. What are 6 constitutive conditions for developing shamatha? Первое – это 6 благоприятных условий. Каковы 6 благоприятных условий для развития шаматхи? Why? Почему? Because Lama Tsongkhapa says second heading is that depend on these 6 constitutive conditions, then how to develop shamatha. Потому что во втором подзаголовке Лама Цангкапа говорит о том, как развивать шаматху в зависимости от этих 6 благоприятных условий. That means without depend on these 6 constitutive conditions, you can't develop shamatha. И это значит, что без 6 благоприятных условий вы не сможете развить шаматху. So that's why shamatha should be developed depend on these 6 constitutive conditions. И поэтому шаматху необходимо развивать с опорой на эти 6 благоприятных условий. So last time we have discussed on the 6 constitutive conditions. И в прошлый раз мы с вами рассматривали эти 6 благоприятных условий. One is a outer condition, 5 is an inner constitutive condition. И среди них одно – это внешнее благоприятное условие, и 5 внутренних благоприятных условий. So during the extensive lamrim, at that time I will explain more detail. Here I am condensing it. Во время объяснения большого ламрима я более подробно рассмотрел эту тему, а здесь рассматриваю ее в более сжатой форме. Outer condition place where you should meditate. Внешнее благоприятное условие – это место, где вам нужно медитировать. So everywhere you can't meditate. Lama says you should meditate in a place which have a 5 characteristics. Так вам не следует медитировать в любом месте, но, как говорил Лама Цангкапа, нужно чтобы развить шаматху, то нужно медитировать в том месте, которое обладает 5 характеристиками. Far away from the city. Оно должно быть в удалении от города, quiet, тихим местом. but no danger in life. Но при этом жизни не должна грозить опасность. No any wars going on. Не должно быть военных действий. Food and shelter you can find easily. Еда, жилье там должно быть легко доступны. And place don't produce the sickness. Также в этом месте это место не должно провоцировать болезни. So such a 5
5 characteristics. In such a place, isolation place, you should meditate. Итак, вам необходимо медитировать в таком уединенном месте с 5 характеристиками. So we have already have that in Baikal. Оно у нас, такое место у нас уже есть на Байкале. So auto condition other people can create for you. Что касается внешнего благоприятного условия, то его вам могут помочь создать другие люди. Now, 5 inner condition. 5 внутренних благоприятных условий. Nobody can help you. You have to create by yourself. С ними вам никто не сможет помочь, вам их нужно создавать самим. So you might be wondering why I have to create this 5 inner condition. И вы можете задаться вопросом, а зачем мне нужно создавать эти 5 внутренних благоприятных условий? Reason is that why you can't concentrate on one object for 1 minute. Например, причина, по которой вы не можете сосредоточиться на одном объекте на 1 минуту. One reason is that you have so many desires, unhealthy desires. Одна из причин состоит в том, что у вас очень много желаний, нездоровых желаний. Because of unhealthy desire, your mind can't stay on this object; it go in the object of desire. И из-за этих нездоровых желаний ваш ум не может оставаться на одном объекте, а устремляется к этим объектам желаний. Second reason is you are not content with what you have. Вторая причина – то, что вы не довольствуетесь тем, что имеете. Because then your mind can't stay peacefully in one object, it just running somewhere to find something happiness. Из-за этого ваш ум не может спокойно пребывать на одном объекте, а все время где-то блуждает в поисках счастья. Third. Третье. No morality. Нет низкая нравственность. No any control of your body, speech, mind. Нет никакого контроля над своими телом, речью и умом. The person who can't control the gross mistake, body, speech, mind, how he can control the mind? One point of concentration. Если человек не может контролировать грубые ошибки своих тел, речи и ума, то как он сможет контролировать ошибки в однонаправленном сосредоточении? And remove the 5 subtle faults of meditation. И устранить 5 тонких ошибок медитации. Then fourth. Далее, 4. Fourth is too much engage in so many activity. 4. Это когда вы слишком вовлечены в большое количество разной деятельности. What you didn't start. Какие проекты вы только не начинали. And one didn't finish completely. Ну и даже один из них не закончили, как полагается. Like a monkey wash the plate. He's washing it, but one plate don't wash properly. Как, например, обезьяна, когда моет посуду, то она берется за множество разных тарелок, но ни одну из них не помоет, как полагается. Что-то дело, потом тарелку сломал, понял, да? Один тарелка чисто не моет, понял, да? Вот так обезьян, точно так посмотри. Вы как обезьян, как моет тарелка. Понял, да? Один тарелка чисто, нормально не моет. Понял, да? Это тоже ошибка. Хорошо, ясно, да? So that's why engage in so many activity, not doing one properly. That's a mistake. Итак, когда вы беретесь за большое количество разных дел и ни одно из них не ведете как полагается, это является ошибкой. Then fifth reason. Далее, 5. So many concepts. Это 5 причина – большое количество концептуальных мыслей. So many concepts connect with the past. That's why you have depression. Множество ваших концепций связаны с прошлым, поэтому возникает депрессия. So many concepts which connect with future, then fear for future. Из-за большого количества концепций, которые связаны с будущим, у вас возникает страх перед будущим. So many concepts connect with present time, and then anger comes. Из-за большого количества концепций, связанных с настоящим, возникает гнев. Through such way, then one point of concentration, meditation, very difficult. И поэтому вам очень трудно заниматься медитацией однонаправленного сосредоточения. Because of this five opposite conditions you have. Из-за того, что у вас есть такие противоположности 5 благоприятным условиям. Yes, okay. Now, yes, so that's why if you have a less unhealthy desire. Поэтому, во-первых, если у вас будет меньше нездоровых желаний, train yourself in such a way that you have a less, unhealthy desire. In order to reduce the unhealthy desire, cultivating the healthy desire. Если вы натренируете себя таким образом, чтобы иметь меньше нездоровых желаний, а для уменьшения нездоровых желаний необходимо развивать здоровое желание. When you cultivate healthy desire, which is
concern for future life happiness, free from samsara, attain state of Buddhahood for benefit of all sentient beings. И когда вы развиваете здоровое желание, это желание обрести счастье в будущей жизни, желание освободиться от сансары, желание достичь состояния Будды на благо всех живых существ, All your unhealthy desire naturally became weaker and weaker, day by day. в силу этого все ваши нездоровые желания естественным образом становятся все слабее и слабее. Then automatically, when you try to concentrate, there's no disturbance. You can concentrate much easier. Тогда автоматически, если вы захотите сосредоточиться, то этому не будет никаких помех, и в сосредоточении вы сможете пребывать намного легче. This is a very important training. И это очень важная тренировка. When I was in New Zealand many years before, Когда много лет тому назад я был в Новой Зеландии, and I'm interested in playing football. At that time, I am 24 or 23, 24 years old. мне была очень интересна игра в футбол, и на то время мне было 23 или 24 года. So I joined one club thinking that I can play football. И я вступил в один футбольный клуб, думая, что там смогу поиграть в футбол. But this trainer, he don't let me play football. Но тренер там не дал мне сразу же играть в футбол. He say, not immediately play football. First, prepare, he said. Он мне сказал, не стоит сразу же играть в футбол, вначале нужно подготовиться. If you don't prepare, if you immediately play football, you will never improve, he says. Он сказал, что если ты не подготовишься и сразу же начнешь играть в футбол, то никогда не будешь развиваться. Just you kick the ball, run here and there. It's just like a тусовки. Будешь просто бить по мячу, бегать взад и вперед. Это будет просто как тусовка. Лучше не буду. Then what he did, let two people kick the ball, stop the controlling the ball. He teaches control ball. Then how to drive, how to control the ball, how to kick, and stamina. All this in prepare. And then when we play, I feel I'm completely different player. И так что он сделал, он разбил нас по парам и заставлял отрабатывать удар по мячу, также способность останавливать мяч, то есть способность контролировать мяч, введение мяча, а также развивать нашу силу, выносливость. И после этого, когда я приступил непосредственно к игре в футбол, то почувствовал, что стал уже совершенно другим игроком. Совсем другой, понял, да? Мяч контроль, удар лучше получает, передача лучше получает, бегай еще быстрее. Почему? Подготовка. Понял, да? Вам почему медитация не получается? Потому что я как хочу играть в футбол, просто хочу медитацию, тусовки. Понял, да? Без подготовки никогда лучше не буду. Сколько лет прошло? Я здесь Москва. Понял, да? На 23 года. Понял? Сколько людей медитацию делают? 23 года. Как было, так и стал. Почему? Потому что без готовки сразу играл в футбол. Понял, да? Хорошо? Без готовки, сразу медитации, ничего лучше не буду. Понял, да? So that's why this 5 inner condition is a best preparation for, developing shamatha. И поэтому эти 5 внутренних благоприятных условий являются лучшей подготовкой к развитию шаматхи. So that's why in daily life, make your unhealthy desire, make it weaker, cultivate healthy desire through analytic meditation on lamrim. И поэтому в повседневной жизни делайте слабее ваши нездоровые желания и взращивайте здоровые желания посредством аналитических медитаций на ламрим. Yes, да. So lamrim, there's three level of lamrim, three level of lamrim practitioner. Существует 3 уровня практика ламрима. So first level of practice is a remove attachment this life and cultivate concern for future life welfare. Практикующий первого уровня устраняет привязанность к этой жизни и развивает желание обрести благополучие в будущей жизни. Yes, да. Okay. Second level of practitioner. Практикующий второго уровня. Which is called middle person. Что называется личностью среднего уровня. That one reduce attachment to samsara, cultivating stronger wish to achieve liberation. Он устраняет привязанность к сансаре и развивает сильное желание достичь освобождения. All attachment to samsara reduce it. That is unhealthy desire. Всякую привязанность к сансаре он устраняет. Это является нездоровыми желаниями. Yes, да. Then cultivating desire for having perfect healthy state of mind. И развивает желание обрести безупречно здоровое состояние ума. This is a middle person training. Это то, в чем тренируется личность среднего уровня. Then advanced person. А личность высшего уровня. That one is a reducing attachment to egoistic mind. Это тот, кто уменьшает привязанность к эгоистичному уму.
and cultivating strong love and compassion for all sentient beings and cherish other more than oneself. И развивает сильные чувства любви и сострадания ко всем живым существам и забота о других больше, чем о себе. And we should administer Buddhahood for the benefit of all sentient beings. И также развивает желание достичь состояния Будды на благо всех живых существ. So he don't have even one smell of the egoistic desire. И у этого человека нет ни малейшего запаха эгоистичных желаний. Okay. Every jelani for the concern for all sentient being happiness. Все желания только связаны с заботой о счастье всех живых существ. Yes, then your mind, some level, induce some level of this thought. Then immediately your meditation will be most effective. И тогда, если ваш ум хотя бы немного будет побуждаем такими мыслями, то сразу же ваша медитация выйдет на новый уровень. So that's why during the time when you do intensive samadhi meditation, и поэтому в то время, когда вы будете заниматься интенсивной медитацией на развитие шаматхи, I will not let you immediately develop shamatha. Я не дам вам сразу же развивать шаматхи. I will tell you first 2 days guru devotion, second 2 days, precious life. Like that, 2 weeks you have to do intensive loving meditation. То я вам порекомендую выполнять практику таким образом, что первые 2 дня вы занимаетесь медитациями на развитие преданности учителю, а вторые 2 дня посвящаете драгоценной человеческой жизни и так далее, проходите медитации по темам Ламрима. So 2 weeks intensive Lamrim. И 2 недели вы проведете интенсивную медитацию на тему Ламрима. Then if you meditate shamatha, и тогда, если вы начнете через 2 недели, если после 2 недель интенсивной медитации на тему Ламрима вы приступите к развитию шаматхи, то станете совершенно другим практиком медитации. Like when before preparation, when I play football, I was completely different. After a little bit preparation, my game was completely different. I can tell you. Это, как я могу сказать вам, в случае с моей игрой в футбол, после того, как я прошел определенную подготовку, то моя игра стала совершенно другого уровня. Yes, in China, в Китае, one person became a Shaolin monk, want to study kung fu. Один человек вступил в монастырь Шаолинь, и он хотел изучать кунг-фу. Okay, then his master don't give him all the technique of kung fu technique. He said, prepare and I will teach you technique later. Его наставник не начал сразу же ему передавать техники кунг-фу, а то, что сказал, готовься, техники я передам тебе позже. Then he said, what I have to prepare? Тот спросил, а как мне нужно готовиться? So he said, hit on your hand on the water. Мастер сказал, бей руками по воде. Then he hitting his hand in the water for 1 year. Так, то, что он делал, это целый год вонзал руки в воду. And not only that, teaching him tolerance also. Но кроме этого, он также учил его терпению. So after 1-2 months, he says, now I hitting, what I should do? Again hit water, he says. Так, через 1-2 месяца он говорил, что так продолжает бить руками по воде. Что делать дальше? Мастер говорил, также и продолжает бить руками по воде. Whole year he hit the water like that. И вот целый год он все, что делал, это так вонзал руки в воду. Then after 1 year, he went to his friend home. А затем, через год, он отправился к себе домой, к своим друзьям. Then all his friends saw him, say, "Oh, you are from Shaolin Monastery. Show us some kung fu technique." Все его друзья увидели его и сказали: "О, ты пришел из монастыря Шаолинь, пожалуйста, покажи нам какие-нибудь техники кунг-фу." Then he became very angry. И тут он очень разозлился. He didn't learn any kung fu technique. Он так и не изучил никаких техник кунг-фу. Then he get angry and hit on the table. Так он в сердцах ударил руками кулаком по столу. Very thick table, wooden table. He broke the table. Это был очень толстый деревянный стол, и он сразу же сломал этот стол. Then everybody said, he said, I learned nothing, and hit the table. He broke the table. Он сказал: "Ну, я так ничему не научился", стукнул по столу и расколол этот стол. Then there was, oh, Shaolin monks are very humble. И все сказали: "О, монахи Шаолиня очень скромны. They such strong, but he said, I learned nothing." Они такие сильные, при этом все равно говорят, что ничему не научились. Then he looked and said, "Oh,
My master say, prepare, then teach you technique. He really prepared me. Now look at my hand. I became very strong. И тот сказал: мой наставник мне сказал, сначала готовься, а потом я дам тебе техники. И он мне поручил подготовку, и теперь я вижу, что благодаря этому мои руки на самом деле стали сильными. Then he said, everybody, bye-bye, and he went to Shaolin. И он тут же всем сказал до свидания и ринулся в монастырь. When he see the result, then he became a great Kung Fu master. Он увидел результат и так сразу же поторопился вернуться, а позже стал великим мастером So кунг-фу. look at all those people who became a great master are those who did a good preparation. Итак, посмотрите на всех тех людей, которые стали великими мастерами, все они прошли очень хорошую подготовку. Milarepa, why he became Buddha in one lifetime? Например, Миларепа, почему стал Буддой за одну жизнь? Very good preparation. У него была очень хорошая подготовка. Maharprabhu asked him to build 9-story building, and then again say, I didn't tell you, take the stone back to the place where you take it. Марпа поручил ему строительство 9-этажного дома, а после этого сказал: я ничего такого тебе не говорил, теперь верни камни на то место, откуда ты их принес. If I tell you like that, Если бы я сказал вам что-то такое, build this house, then say, now take the back, you know. если бы я сказал, вот построить этот дом, а потом бы сказал: теперь верните все кирпичи обратно, Then you will say, Geshe-Ru is crazy. то вы сказали бы: ну, Геше-Цинлей ненормальный. Okay, yes, okay. So, Milarepa didn't give up. Но Миларепа не сдавался. Such a strong mind. У него был настолько сильный ум. Then Maharprabhu also trained according with the strength of his disciple also. Every student he didn't do like that. Ну, и Марпа также тренировал своих учеников в соответствии с их силой. Не каждому ученику он подходил таким образом. You might think that Maharprabhu is a very rough, not like that. To Milarepa he was very rough. And to other students, Maharprabhu is very soft also. Вы можете подумать, что вот Марпа был очень жестким, но на самом деле эта жесткость Марпа проявлял к Миларепе, а к другим ученикам Марпа проявлял много мягкости. Yes, and his son is Dalai Lama. Также его святейшество Далай-лама. You might think that his son is Dalai Lama so small, smiling and very kind, not to old people like that. Вы можете подумать, что его святейшество очень улыбчивый человек, очень мягкий, но он так обращается не со всеми людьми. To weak people, he was so soft, so so smiling. To his close student, he is like a Marpa. Со слабыми учениками его святейшество очень улыбчив, очень мягок, но что касается своих близких учеников, то он с ними так же строг, как Марпа с Миларепой. Я даже его глаза смотрю, я боюсь, понял, да? Меня очень строго его, понял, да? Хорошо? And Panarumbachi also very strict with a close disciple. Other people not very strict. Также и Пананг Ринпоче тоже очень строг со своими близкими учениками, а с остальными людьми не так строг. Yes, да? Okay. Now come back to point. Теперь мы вернемся к нашей теме. So that's where this is 5 inner conditions. Very good preparation for developing samatha. И поэтому эти 5 внутренних благоприятных условий – это очень хорошая подготовка к развитию шаматхи. So you have to memorize these 5 inner conditions by heart. Итак, вам нужно наизусть запомнить эти 5 внутренних благоприятных This is условий. your preparation. Это ваша подготовка. Prepare before developing samatha. Готовьтесь таким образом до развития шаматхи. First is reducing the unhealthy desire. Итак, первое – это уменьшение нездоровых желаний. Yes, see, desire. When you want to wear clothes, that is not unhealthy desire. Например, если вы хотите одеть какую-то одежду, то само по себе это не является нездоровым желанием. This is neutral desire. Это нейтральное желание. So if you want to wear clothes so that you can survive the body, so that you can practice Dharma and benefit other sentient beings, then want to wear warm clothes is a healthy desire. Но если вы хотите одеть теплую одежду, чтобы сохранить свое тело, чтобы практиковать дхарму и далее приносить благо, чтобы благодаря здоровому телу вы больше смогли практиковать дхарму и также приносить благо живым существам, то в этом случае желание одеть одежду будет здоровым желанием. Yes, then what is unhealthy desire? А что было бы нездоровым желанием? Beautiful clothes. Это желание одеть красивую одежду. Чтобы все на меня смотрели и сказали бы: о, какая у него красивая одежда. Это нездоровое желание. So even desire to wear clothes, there is behind it there is motivation. Just want to wear clothes is a neutral. When to warm clothes so that survive the body, so that practice Dharma, that is a healthy desire.
want to wear clothes because to impress people. People say, so it's a feeding the ego. So there's three types of desire of wearing clothes. Здесь, что касается желания одеть одежду, то важна мотивация, которая за ним стоит. Если это просто желание одеть одежду, то оно является нейтральным. Если вы хотите одеть одежду, чтобы сохранить свое тело, чтобы благодаря этому практиковать дхарму и приносить благо живым существам, то в этом случае это здоровое желание. А если вы хотите одеть одежду, чтобы такую особую красивую одежду, чтобы все на вас смотрели, то так вы только питаете свое эго. Тогда это нездоровое желание. So this is one example. So in every field you can connect it. Итак, это такой пример, который вы можете также связать с любой другой областью. So that's where neutral, healthy and unhealthy desire with any field you can talk. Так, что касается нейтральных, здоровых и нездоровых желаний, то здесь вы можете говорить о всем чем угодно. Even meditation also. Также даже о медитации. Meditation for healthy mind and for the being, then it's the right meditation. Медитация ради обретения здорового ума и ради блага многих живых существ – это правильная медитация. Meditate because other people meditating, this is neutral. Медитация, потому что медитируют другие люди, это нейтральная медитация. So meditate so that everybody will say, I am a yogi. Медитировать, чтобы все назвали меня йогином. I will be uncommon person, special person. Чтобы я стал таким особенным, необычным человеком. Then after meditation, your eye became bigger. Так, после медитации ваши глаза становятся большими. This is unhealthy desire of meditation. Это является нездоровым желанием в отношении медитации. So that's why motivation to connect why you want to meditate. It's a wrong way. It's a worldly motivation. Здесь, что касается мотивации, почему вы медитируете, то здесь это является неправильной причиной мирской медитации. Worldly concept, that's called worldly meditation. Вот это, когда связано с мирскими концепциями, это то, что называется мирской медитацией. So first, reducing the unhealthy desire, first condition. Итак, первое. So it's called reduce less desire, referring to unhealthy desire. Итак, первое благоприятное условие говорится иметь меньше желаний, и здесь идет речь об уменьшении нездоровых желаний. This is the first one. Это первое. Every time be careful, unhealthy desire come, you immediately say, no, this is not good. Каждый раз будьте осторожны, и как только возникает нездоровое желание, сразу же одергивайте себя, говорите «нет, это нехорошо». You should understand that unhealthy desire, more you have problem. Less unhealthy desire you have, less you have problem. That's the 100%. Вам нужно понимать, что чем больше у вас нездоровых желаний, тем больше будет проблем, а чем меньше нездоровых желаний, тем меньше проблем. Это совершенно точно будет так. Then second condition. Далее, второе благоприятное условие Contentment. – это удовлетворенность. You can have a contentment when you see people who are living worse than you. Вы можете обрести удовлетворенность, если будете видеть тех людей, которые живут хуже, чем вы. Especially if you meditate on suffering of hell realm, hungry spirit, animal, and then you understand that at the moment I am so lucky I have precious human life. В особенности, если вы медитируете о страданиях в мире ада, в мире голодных духов и в мире животных, то вы подумаете, что в настоящий момент мне очень повезло обладать драгоценной человеческой жизнью. Мои проблемы просто ничтожны, а их проблемы по-настоящему невыносимы. Вы не видите существ ада и голодных духов, но при этом напрямую можете видеть животных. Как они страдают. Feed human being, how they've been cut. Sometimes I feel like I don't want to eat meat also. Then, if I don't eat, that doesn't make much difference. Например, ради того, чтобы кормить людей, как убивают животных, иногда, когда я это вижу, то я сам хочу перестать есть мясо, но если я перестану есть мясо, то их не будут убивать меньше за это. Yes, no, okay. So if everybody decide together, people not eat meat, then there is something effective there. Если бы все вместе решили перестать есть мясо, то тогда здесь был бы определенный эффект. But however, if you eat vegetable, still there is some problem also. Но тем не менее, если вы едите овощи, то все равно это тоже связано с определенными проблемами. So there's many insects also dying. Например, большое количество насекомых в этом случае тоже погибает. So that's why indirect harming other, at the moment you have no choice to stop them.
direct harming, first we can stop it. Что касается косвенного причинения вреда другим, то в настоящий момент у нас нет такого выбора, чтобы как-то остановить все это, но прямое причинение вреда мы можем остановить. So that's why if you walk on the floor, some insect dying, then you can't walk. If you breathe, some insect also dying, then you will stop breathing, you die. So that's why if you're too much fussy with the indirect, then you can't even breathe also. То, например, если вы идете по дороге, то наступаете на насекомых, они умирают в этом случае, и тогда это означает, что вам не нужно было бы ходить. Если вы дышите, то тоже вдыхаете большое количество микроорганизмов, они умирают, и это означало бы, что вам не нужно дышать, но в этом случае вы умрете. Поэтому так, если будете очень заботиться о косвенном причинении вреда, то придете к тому, что вот к таким... So this is called accident. There's no motivation to harm them. Это называется таким случайным причинением вреда, когда у вас нет мотивации навредить. So first we have to stop, directly involved in harming others. И поэтому первое, нам нужно остановить мотивацию, остановить прямое причинение вреда другим. Yes, да? Хорошо? Okay. Now come back to point. Теперь мы вернемся к нашей теме. So suffering of animal, you can see very clearly how they are suffering. Итак, вы очень ясно можете увидеть, как страдают животные. Take example of dog. Например, в качестве примера рассмотрите собаку. No passport. У нее нет паспорта. Pension, no pension. Нету пенсии. They can't speak. Она не умеет говорить. And then they can't create something. They are just searching what is there in front of him. Также не может ничего создать, а все, что может, это только искать что-нибудь. When they're sick, they can't say, I am such and such sickness. Если она болеет, то не может рассказать о том, что болеет, что у нее что-то болит. They are same living being. We are same living being. Мы такие же живые существа. Yes, so that's where look at the dog, how they live. Then human being shouting the Kashmir, how the crisis come, how we live. Then your way of thinking is worse than dog. Посмотрите на то, как живут собаки, и тогда вы увидите, что образ мышления людей, когда люди начинают кричать, какой кошмар, какой кризис, вы увидите, что образ мышления даже хуже, чем у собаки. Then собак will laugh at us. Это означает, что собаки в этих случаях смеются над нами. Human beings have passport, have a holiday, how many clothes they don't have, and then they say, Kashmir, how I will live future? They say. Они говорят, что вот у человека есть паспорт, есть холодильник, есть пенсия, и при этом человек. Учись, а потом говорят, Кашмир, как будет жить, понятно? Это собак один день в школу не пошло, понятно? Они спокойно спят. Понятно? Человек паникает, понятно? Тогда уровни не так, понятно? Вот этими собак спокойно спит, человек спать не могут ночь, да? Кричат, дальше как будет жить, тогда собак сильнее. Хорошо, ясно, да? So in this way, if you think, then you will be content with what you have. Так, если вы будете думать таким образом, то будете довольствоваться тем, что имеете. Понятно? If I don't anything, just having this precious human life, I have unbelievable precious thing. Даже если у меня нет ничего, но если пусты мои карманы, но я обладаю драгоценной человеческой жизнью, то это для меня нечто очень особенное. Это для меня золотой шанс. So that's way. Okay. Хорошо, ясно, да? In this way, if you think on precious human life, you will some effect on precious human life. You will be so happy with what you have. И так, если вы будете медитировать на тему драгоценной человеческой жизни и обретете определенный эффект медитации на драгоценную человеческую жизнь, то будете очень довольны с тем, что имеете. My spiritual master says the effectiveness of the meditation of precious human life is that, if you do effective meditation, then you feel such a happy that one poor person finds treasure in his own house. Мой духовный наставник мне говорил, что если вы эффективно занимаетесь медитацией на тему драгоценной человеческой жизни, то в результате будете так же счастливы, как, например, какой-нибудь нищий человек, который нашел сокровища прямо у себя дома. Then you develop contentment in your mind. И так у вас появится удовлетворенность в уме. So most effective way of cultivating contentment, that is a meditation of precious human life. You should understand. И вам нужно понимать, что самый эффективный способ развития удовлетворенности – это медитация на драгоценную человеческую жизнь. Most effective way of reducing unhealthy desire, meditation of impermanent death.
самый эффективный способ устранения нездоровых желаний – это медитация на тему непостоянства и смерти. They are the very powerful antidote. Это очень мощное противоядие. Yes, да? Хорошо. Then third condition. Далее, третье благоприятное условие Morality. – это нравственность. Да? For that, law of karma. Для этого необходимо медитируйте на закон кармы. The more you convince on the law of karma, И чем большую убежденность вы обретаете в законе кармы, then if somebody say, I will give you $1,000, if you create negative karma, you say, no, I don't want $1,000. то по мере этого, даже если кто-то в какой-то момент скажет вам, что заплатит $1000, чтобы вы создали какую-то негативную карму, вы скажете, чтобы нарушили закон кармы, I will give you $1,000. и вам скажут, вот за это вам заплатят $1000. You say, no, I don't want $1,000. This breaking the law of karma is very serious. Вы скажете, нет, я не хочу $1000, нарушение закона кармы – это очень серьезно. Очень серьезно. If I break the law of the country, I can escape. But if I break the law of karma, impossible escape. Если я нарушу законы государства, то, может быть, смогу уклониться от последствий, но что касается закона кармы, то его последствий, нарушение этого закона, последствий избежать невозможно. Yes, so this way, stronger you develop conviction law of karma, then morality, ethics come better in your mind. Поэтому, если у вас появляется большая убежденность в законе кармы, то в вашем уме лучше становится этика, нравственность. So this way, analytic meditation on the law of karma very effective for, cultivating pure morality. Поэтому аналитическая медитация на тему закона кармы очень эффективна для развития чистой нравственности. So this way, morality, not creating 10 negative karma. On the top of it, creating the 10 positive karma. That's your practice, daily life. Что касается нравственности, то не создавайте 10 негативных карм, а вместо этого создавайте 10 позитивных карм. Это ваша практика на повседневную жизнь. So 24 hours you can do this 10 positive karma, not creating 10 negative karma. И 24 часа в сутки вы можете заниматься такой практикой создания 10 позитивных карм и не создания 10 негативных карм. What are the 10 positive karma? I will tell you today. Я сейчас вначале расскажу вам, что такое 10 позитивных карм. So instead of not killing, это вместо убийства saving the life of others. Спасать жизни других существ. If you see, some insect in the middle of the road, they might die. You put that in some other place, safe place. That is a, positive karma. Например, если вы видите, что по дороге ползет насекомое и может умереть, то вы его берете, переносите в другое место, и в этом случае это является позитивной кармой. Instead of stealing, practicing charity. Вместо воровства практика щедрости. This is a positive karma. Это позитивная карма. So sharing even your food, share it with other people. Даже своей едой делитесь с другими людьми. Why? Почему? Because one piece of bread you have, if you share it, this bread became less, but it became more delicious. Потому что если у вас есть кусок хлеба, если вы разделите его с другими, то хлеба станет меньше, но он станет более вкусным. So that's why if you share happiness increase. Поэтому, если вы делитесь своим счастьем, то ваше счастье от этого возрастает. Then instead of engaging in sexual misconduct, controlling your body. Далее, вместо прелюбодеяния, контролируйте свое тело. Ясно, да? Хорошо. Then instead of lying, telling the truth. Далее, вместо лжи говорите правду. Ясно, да? Then instead of a harsh speech, speak nicely. Далее, вместо грубых слов говорите с другими вежливо, обходительно. So that also depends on situation. Это тоже зависит от ситуации. Ясно, да? So if your soft speech help them, you should speak soft. If your soft speech doesn't help them, then according to situation, you have to be strict, speak strongly for their benefit. Если ваши мягкие слова им помогают, то в этом случае говорите с ними мягко, но если мягкие слова помочь не могут, то в некоторых ситуациях, если они наоборот как-то развратят людей, избалуют их, то в этот момент наоборот говорите с ними строго ради их блага. Понятно? So that's why there is no, fix that you should always speak soft. Поэтому здесь нет какого-то такого фиксированного принципа, что всегда нужно говорить мягко. Все зависит от ситуации. Ясно, да? Then instead of surrender,
make people harmony. Далее, вместо пустословия, вместо клеветы, извините, наоборот, укрепляйте гармонию между людьми. Yes, да? And then instead of adult gossip, then speak, meaningful. Вместо пустословия говорите о чем-нибудь значимом. Yes, да? Then 3 positive karma of the mind. Далее, 3 позитивных кармы ума. Instead of craving, cultivating the, healthy desire. Вместо алчности развивайте. This is the unhealthy desire. Это нездоровое желание. Вместо этого развивайте здоровое желание. Да? What is healthy desire? 3 types of healthy desire. Что такое здоровое желание? Это 3 вида здоровых желаний. The healthy desire comes from future life affair. Это здоровое желание, связанное с делами будущей жизни. Healthy desire to have a perfect healthy state of mind. Далее здоровое желание, связанное с обретением безупречно здорового состояния ума. Healthy desire of ancient state of Buddhahood for the benefit of all singing beings. И здоровое желание, связанное с достижением состояния Будды на благо всех живых существ, это называется Бодхичитта. Then harmful thought. Instead of have a harmful thought, cultivate love and compassion constantly. Далее, вместо злонамеренности все время развивайте любовь и сострадание. Never have one single moment of harmful thought to anybody. Никогда не испытывайте ни одного мгновения злонамеренности по отношению к кому-либо. If you think that if somebody have such and such tragedy, how good it would be, then it's a really sick mind. Если вы думаете, что вот если у кого-то возникнет какая-то трагедия, как бы это было хорошо, это по-настоящему является больным состоянием ума. Immediately you say you are sick. Don't think like that. That's why you are in samsara. Сразу же скажите себе, ты болен, не думай таким образом. Из-за этого ты вращаешься в сансаре. So immediately wish nobody suffer. Even my worst enemy don't suffer like that. Сразу же пожелайте, что пусть никто не страдает, пусть даже мои худшие враги не испытывают таких страданий. And wish love for all living beings. И также развейте любовь ко всем живым существам. So now regarding the cultivating love. А теперь, что касается развития любви. So there is 4 different level of people. Существует 4 разных уровня людей. The lowest level person. Так, человек самого низшего уровня. Other who love him, those who love him do something kind, he can't love them. That's the lowest person. Это такой человек, которого другие люди любят, делают для него что-то хорошее, а он в ответ их любить не может. This is the lowest person. Это человек самого низшего уровня. The person who's been so kind to him, love him very much, and he can't love them. He misuses them. Люди к нему очень добры, его очень любят, а он в ответ их любить не может, а наоборот пользуется им. This is the lowest person. Это человек самого низшего уровня. Then second level person. Далее человек второго уровня. Are you interested? Вам интересно? Yes, so I think that here we don't have such person. Then if such person come here, then useless. Don't come to my Я думаю, что здесь у нас таких людей нет, потому что если бы здесь присутствовали такие люди, то в действительности им не имело бы смысла приходить на мое учение. First you have to go to psychiatric and make it a little bit normal. It's very unnormal. Вначале им нужно было бы отправиться к психотерапевту, чтобы психотерапевт сделал их немного более нормальными, потому что это очень ненормальное состояние. Свои мама, папа. Его помогал, любил, свои друзья, все его любил, помогал, он наоборот не любит, пользуется это люди, понятно, да? Это совсем не нормально ума, понятно, да? Хорошо, ясно, да? Если иногда такой мысль приезжает, вы надо ругать себе, ты совсем не нормально стал, ясно, да? Кто тебя любил, ты не могу любить обратно, это очень низкий уровень. Ясно, да? So that's why second level people, whoever love him, he can ever love to them. Что касается человека второго уровня, то если другие любят его, он тоже любит их в ответ. He can love only those who love him. И он может любить только тех, кто любит его. Ясно, да? Okay. Хорошо? Okay. So third level people. Люди третьего уровня. Да? He can love not only people who love him. Neutral people, even people who harm him, he can ever love them also. Они способны любить не только тех, кто любит их, но также способны любить посторонних людей. И также, даже если люди вредят ему, он все равно способен любить их в ответ. That's the third level people. Это такой человек третьего уровня. So without help of philosophy, such person difficult to become. Без помощи философии стать таким человеком очень трудно. So worldly people, you will say,
you say how you can love the person enemy who harm you. Вот, обыватели, например, спросят, а как же ты можешь любить врага, который вредит тебе? Who kill your father and you loving him, so you are worthless person. What do people say? Этот человек убил твоего отца, а ты в ответ его любишь, ты совершенно никчемный, скажет обыватель. Они будут говорить, это ненормально. Buddhism say this is very normal, very healthy mind. Они скажут, что это ненормальный человек, а в буддизме говорится, что это очень нормальный, очень здоровый. Очень здоровый, понятно? Person who killed my father gone. Тот человек, который убил моего отца, его уже нет. Нету. He is the person similar to that person, but not that one. It's давно finished. It's the continuations of it. Этот человек похож на того человека, но тем не менее он является другим, он является продолжением того человека. So, based on the teaching of Buddha. Итак, основываясь на учении Будды, One person very angry with Buddha. Однажды один человек очень сильно разгневался на Будду Spit on Buddha's face. и плюнул Будде прямо в лицо. Anand very angry. И Ананда очень сильно разозлился на этого человека. Then Buddha told Anand. И Будда сказал Ананде: Anand, Ананда, this person who spit on me, he don't know me. этот человек, который в меня плюнул, не знает меня. He didn't spit on me. He spit on the concept which he made from the listening wrong thing about me. И он плюнул не в меня, а плюнул в лицо той концепции, которая появилась в его уме из-за того, что он услышал обо мне что-то неправильное. Yes, Nanda. Okay, yes, Nanda. You might listen to my teaching long period. How you can get angry? А ты слушаешь мое учение уже длительное время, как же ты можешь злиться? Then what's different between you and him? Тогда какая разница между тобой и этим человеком? So the person who spit on me didn't upset me. When you get angry with that person, that you upset me. Тот человек, который в меня плюнул, меня не расстроил, а вот то, что ты разозлился на того человека, из-за этого ты меня расстроил. Ocean globin. Yes, Nanda. Okay. Then this person was shocked when he heard such thing from Buddha. Этот разгневанный человек, когда услышал все это от Будды, был просто поражен. Then he went to home, whole night eating, and he feel very regret. Он отправился к себе домой, думал об этом всю ночь и очень сильно пожалел. Next morning he come to place where Buddha's giving teaching, and he bowed on Buddha's foot and say, "Please forgive me." На следующее утро он пришел в то место, где Будда давал учение, склонился к ногам Будды и сказал: "Пожалуйста, простите меня". Are you interested? Вам интересно? Yes, Nanda. Okay. Then Buddha says, "What I should forgive you? Будда спросил у него: "А за что мне прощать тебя?" I have no any resentment to you." Я не держу на тебя никакой обиды. If you are forgiving something, means you have some resentment. So there's nothing to forgive. Если вы кого-то прощаете, то это означает, что у вас есть какая-то обида, но здесь не за что прощать. Yes, no. You should, when somebody says forgive you, don't say I forgive you. No, what I can forgive you, I have no any resentment. That is right. Если кто-то просит вас прости меня, вы отвечаете я тебя прощаю, то это неправильно. Если я прощаю, следующий раз так не делай, понял, да? Это не так, понял, да? Then there's somebody who even worse than it. Но есть также те люди, которые еще хуже. If somebody say, forgive me, если они говорят, кто-то им говорит, простите меня for this such and such action, за такой-то и такой-то проступок, he will say, not one this one year before you did this and this. То этот человек ответит, не только это, год назад ты сделал еще то-то и то-то. Не только это. 2 года назад и так делал, да? 3 года назад, вот конец нету, понял, да? That is a very, this one, this one, черный память. Этот человек с такой очень черной памятью. Зло память, да, зло память, сильная зло память, да? Это очень нехорошее, это яд, понял, да? Хорошо? So that's why Buddha said, I have nothing to forgive. What I should forgive you? I have no any resentment to you. Будда в этом случае сказал, за что мне вас прощать? Я не держу на вас никакой обиды. Then person who spit me yesterday, person who spit on my face. Тут, что касается того человека, который вчера плюнул мне в лицо, he's gone. Его уже нет. Your person looks like him. Ты человек, который похож на того. But you are a different person. Но ты совершенно другой человек. Yesterday person was so angry, now you are today so demoralized and very unhappy. Тот человек, который был вчера, был сильно разгневан, а сегодня ты являешься таким очень расстроенным человеком.
Yes, no, and feel regret. и также испытываешь сожаление. Complete two different person. Это совершенно другой человек. Okay. And then person you speak yesterday also doesn't exist now. И того человека, который плюнул в меня вчера, сегодня не... The person to whom you speak yesterday also doesn't exist. А тот человек, в которого ты плюнул вчера, сегодня уже тоже не существует. I am the person who is similar to him, but not that one. И я тот, кто похож на того, но не являюсь им. That's gone, finished, history. Того уже нет, он уж остался в истории. This is impermanent. Это не постоянство. Every moment disintegrating. И разрушение каждый миг. So we are continuing, but not same person. Итак, поток продолжается, но это не тот же самый человек. Ясно, да? Хорошо, ясно, да? So that's where this teaching very useful. Это This is the word of Buddha. это учение очень полезно. Это слова самого Бога. So that's even somebody spit on you, you don't. There's no reason to get angry to that person. Поэтому даже если кто-то плюет вам прямо в лицо, у вас нет оснований злиться на этого человека. On the top of it, if you understand they are under the control of delusion, you feel compassion. А если в дополнение к этому вы понимаете, что человек находится под властью омрачений, то вы испытаете к нему сострадание. И пожелаете ему освободиться от этой болезни омрачений и обрести совершенно здоровое состояние. Это называется любовь. Поэтому людей с очень дурным характером вы можете любить еще сильнее. Поэтому, если вы думаете с такой точки зрения учения по четырем благородным истинам, hate you, who say bad thing, who even harm you, you can love him. Instead of not getting angry, you can love him. Develop compassion also. То если кто-то на вас гневается, если кто-то вас обзывает плохими словами, даже если вредит вам, то в этом случае в ответ вы можете всегда испытывать сострадание и любить этого человека. So that's where, yes, this is the third level. Это третий уровень. Then fourth level. Четвертый уровень. Yes, fourth level, not only able to love those who harm you. Это когда вы способны не только любить тех, кто вам вредит. On the top of it, when people are, doing wrong thing, there is strong love inside, but stop them from doing wrong thing also. Но вдобавок к этому, если человек ведет себя нехорошо, то внутри у вас сильная любовь, но при этом вы можете как-то строго остановить его в совершении этого дурного поступка. So that's where one is able to love those who hate him, but there's danger of spoiling other also. Third level. Что касается третьего уровня, то этот человек способен любить тех, кто вредит ему, но при этом есть опасность, что он только развратит того человека. He might spoil the people. Он может испортить других людей. Yes, so thus the fourth level is never get anger. Always love and compassion, but according to situation he stop people from doing wrong thing. И поэтому, что касается четвертого уровня, то этот человек с помощью мудрости, он никогда не испытывает гнева, а всегда испытывает только чувство любви и сострадания, но при этом также способен останавливать других людей, если они делают что-то нехорошее. Неправильно, понятно, да? Like a skillful mother, don't let children do whatever they want. Как, например, искусная мать не позволяет своим детям делать все, что те захотят. The stupid mama say, I love you, do whatever you want. This stupid mama. Как поступит глупая мать? Она скажет своим детям, я вас очень люблю, делайте все, что вы захотите. Да? Тупой мама, понятно, да? Хорошо? We go, me Buddhist, делай, что вы хочу, тупой буддист, понятно, да? Okay. So you should love inside, have compassion, but when people doing wrong, you have to stop them from doing wrong. Итак, вам нужно внутри сохранять любовь, сострадание, но при этом, если человек ведет себя неправильно, то вам нужно останавливать эти его неправильные действия. There should be, you should have a understand the border. If they go beyond, immediately don't stop it. There should be border. Then when they're going beyond the border, then you should, give warning and then stop it. То есть вам нужно показывать определенную, то есть удерживать определенную границу, не сразу же проявляйте себя таким образом, но если человек заходит за эту границу, то в этом случае так, остановите его. Ясно, да? Чуть-чуть ошибка сразу ругать тоже не надо, понял, да? Чуть-чуть ошибка ничего, потом границы надо делать, понял, да? Сейчас слишком большой, да, слишком границы. Тогда надо
чуть-чуть ударить надо. Ясно, да? Okay. So not mean hand ударить, mean your speech and any action you should stop them from stop him. Ну, не обязательно ударить рукой, а как-то своим словом или какими-то другими действиями остановить его неправильный поступок. Otherwise, they become wild. Иначе этот человек может стать совсем диким. Recently, psychologists did an experiment. Не так давно психологи провели такой эксперимент. One psychologist, she wanted to know how far people can go Одна if they let them do what they want. женщина-психолог захотела проверить, насколько далеко могут зайти другие люди, если позволить им делать все, что они захотят. Понятно? Это хороший эксперимент. Понятно? Они знают, буддийская любовь создана хорошо, но если мы пускай люди делают, что они хотят, как далеко они уйдут, она хочет эксперимент. Понятно? Хорошо? She's a psychologist. Она была психологом. Понятно? Then what she did means she stand and there's a group of people. She say you can do whatever you want, but don't kill me. Итак, что она сделала? Она встала перед большой группой людей, и она сказала им: вы можете делать со мной все, что захотите, только не убивайте меня. This is a recent experiment. Этот эксперимент был проведен недавно. Понятно? Okay. Then they first she stay naked. First they feel shy to look at her. Так она стояла перед ними обнаженная, и вначале они стеснялись на нее смотреть. Then look, come closer, then touch. Затем они так начали на нее смотреть, подошли поближе, затем начали прикасаться. Then nobody say anything, then they pinch. Она ничего на это не говорила, но так они начали щипать ее. Then slowly start cutting the body. Затем постепенно начали резать ее тело. And she was looking, then they go too far. Так она смотрела на все это, а они уже заходили слишком далеко. Then people, when they let them do, there's no restriction, then they become crazy. Так, если людям позволить делать все, что они захотят, и нет никаких ограничений, то люди становятся совершенно ненормальными. Then she stopped them. И в какой-то момент она остановила их. Her hair became white. То у нее волосы посидели. What she says, conclusion. Что она сказала в заключении? So love and compassion is very good, but when people do wrong thing, if you don't stop, then they can go too far. Любовь, сострадание – это хорошо, но если люди начинают вести себя неправильно, и вы их не останавливаете, позволяете им все, что они захотят, то они зайдут слишком далеко. Слишком далеко, понятно? So that's why Buddhism says fourth level. Have love and compassion, then have a boundary. You should have, able to defend yourself, stop them from doing wrong. That's very important. Поэтому в буддизме говорится о четвертом уровне. Это когда вы сохраняете любовь и сострадание, но при этом есть также определенная граница, и так вы должны быть способны останавливать других людей, когда они поступают неправильно. Yes, without losing temper. Не теряя терпения. Yes, so mind, not anger. Love and compassion, scolding are very difficult. That's one. Итак, когда в уме нет гнева, есть любовь и сострадание, и с такими состояниями ругать других очень трудно. First, you have a difficulty not scolding others. Вначале вам трудно не ругать других. Then you have a difficulty, all love and compassion, scolding others very difficult. You have to do it. Затем вам становится трудно ругать других из чувств любви и сострадания, но вам нужно это делать. First, stopping your mouth very difficult. Then opening your mouth to say something, out of love and compassion, that's also very difficult. Вначале очень трудно закрыть свой рот, а затем очень трудно открыть свой рот под влиянием чувств любви и сострадания, чтобы что-то сказать. This is the training. И это тренировка. This is informal practice. Это неформальная практика. Yes, okay. Then instead of having 10 positive karma, instead of having a wrong view, have a right view. Так, что касается 10-й позитивной кармы, то вместо ложных взглядов придерживайтесь правильных воззрений. These are the inner conditions, third inner condition, that is morality. Так мы рассмотрели третье внутреннее благоприятное условие – это нравственность. Control your body, speech, mind. Контролировать свои тело, речь и ум. Have a high ethic. Имейте высокую этику. Person who can't stop gross mistake of body, speech, mind, how he can stop subtle mistake of meditation. Если человек не способен пресечь свои грубые ошибки тела, речи и ума, то как он сможет избавиться от тонких ошибок медитации? Yes, Then fourth one. И далее, четвертое внутреннее благоприятное условие. You should know it by heart. Вам нужно помнить их наизусть. This is your
practice, this dose of meditation you have to take every day. Это ваша практика, и это та доза медитации, которую вам нужно принимать каждый день. Dose of meditation, not meditation, medicine. Это доза лекарства, которую вам нужно принимать каждый день. Okay. And it's a very good preparation for shamatha meditation. Также это будет очень хорошей подготовкой к последующей медитации на шаматху. Like as I told you before playing the football game, controlling the ball, kicking the ball, developing the stamina like that. Как я говорил вам, перед непосредственной игрой в футбол очень важно научиться тренировать, контролировать мяч, вести мяч, затем также выносливость очень важна. Kicking the ball, how to kick hard, how to kick, нужно spin. Знать, как правильно бить по мячу, с какой силой, но также как закручивать его. There's also many things to learn. Здесь есть очень много всяких тоже нюансов, которым нужно учиться. Then if you play, it will be completely different. Тогда, если вы начнете играть, то игра будет совершенно другой. So if you train yourself with having less unhealthy desire, increasing positive, healthy desire, contentment, pure morality, then fourth one is not engage in so many activity. Итак, если вы себя натренируете таким образом, что у вас не будет большого количества нездоровых желаний, а будут здоровые желания, также вы разовьете удовлетворенность, разовьете чистую нравственность, и четвертое, не будете вовлекаться в многообразную деятельность. Whatever activity you studied, then until finish you do it. Such habit you should continue. Вам необходима здесь такая привычка, что за какое бы дело вы ни взялись, вам нужно далее доводить его до конца. Don't start so many activity. Once you decide, then until you don't get result, you continue it. Never give up. Such if you make it, then impossible you don't have shamatha. Не беритесь за множество разных дел, но если вы решили за что-то взяться, то после этого уже ведите это дело до достижения результата. Если у вас появится такая привычка, тогда вы точно сможете развить шаматху. Then when you start shamatha meditation, in the middle you don't give up. You never give up. Until I don't have shamatha, whole life I will try, never give up. Тогда, если вы начнете развивать шаматху, то уже никогда не бросите это занятие, где-то в середине вы его не оставите, а скажете, что я всю свою жизнь до самого конца, пока не разовью шаматху, буду развивать ее. After 5 months, if you don't have shamatha, you say, this is not my, I have little period, again I will continue. Если через 5 месяцев вы не сможете развить шаматху, то вы скажете, хорошо, у меня будет небольшой перерыв, а затем я снова приступлю к развитию шаматхи. Until I don't have shamatha, I will never give up. I studied. До самого моего достижения шаматхи я не брошу это занятие, я уже начал его. Then such person can develop shamatha. И тогда такой человек сможет развить шаматху. So in Tibetan society, В тибетском обществе those who master, who highly realized master, who born in Tibetan society, then this from the previous life shamatha is newly developed shamatha very rare. Те высоко реализованные мастера, которые рождаются в тибетском обществе, обладают шаматхой из прошлой жизни. А что касается примеров того, чтобы люди развивали шаматху как новую реализацию, то это большая редкость. So that's why I can't say in Tibetan society there's no person who don't have shamatha. There's shamatha who from many previous life, but newly developed shamatha, now I can say very rare. Поэтому я не могу говорить о том, что в тибетском обществе мало таких примеров людей, развивших шаматху. Но есть люди, которые обладают такой реализацией со множества прошлых жизней. Но что касается, как его святейшество Далай-лама, как Линг Римпоче, Пананг Римпоче, как Кармапа, это высоко реализованные существа. Много-много лет тому назад они достигли не только шаматхи, но и многих высоких реализаций. As an ordinary human being, then newly developing shamatha nowadays is very rare, like a star in the daytime. Но что касается примеров обычных людей, новых примеров развития шаматхи, то в настоящее время это очень большая редкость. Like a star during the daytime. Это как звезды среди бела дня. Yes, okay. Okay. Now, Then fifth condition, inner condition. Пятое, внутреннее благоприятное условие. That is a less conceptual thought. Это иметь меньше концептуальных мыслей. Yes, no. So that's why not too much thinking the past, not too much thinking of future.
Поэтому не слишком много думайте о прошлом, не особо думайте о будущем. Just remain in a present moment. Просто оставайтесь в настоящем моменте времени. Yes, Nanda. Okay. So, and so many concepts you thought about the superstition, this thing, you should reduce it. И также вам необходимо уменьшить очень большое количество ненормальных мыслей, всевозможных предрассудков. Yes, Nanda. Okay. So, and then exaggeration. Преувеличение. So this one you should reduce it. Это то, что вам нужно уменьшить. This one you can reduce only through understanding the 16 aspects of Four Noble Truths. А их вы сможете уменьшить только благодаря пониманию 16 аспектов 4 благородных истин. Any object, when you see it, when you get attachment, you are exaggerating the object. Например, в отношении любого объекта, если вы его видите и у вас возникает привязанность, то в этом случае вы определенным образом переоцениваете качество этого объекта. So that's why you don't understand the object. It's reality of the conventional reality, ultimate reality. You don't understand. That's why you exaggerate, and then attachment comes. В этом случае вы не понимаете относительной и абсолютной реальности существования объекта, как-то преувеличиваете, и из-за этого у вас возникает привязанность. Anger also exaggeration. Гнев – это тоже связано с преувеличением. So that's why 16 aspects of Four Noble Truths very important now to reduce the conception, so many types of concepts thought. Поэтому очень важно знать 16 аспектов 4 благородных истин, чтобы уменьшить большое количество нездоровых концептуальных мыслей. So this is the preparation for the shamatha. Итак, это будет подготовкой к развитию шамат. Yes, да? Okay. Now, second one. Теперь второй подзаголовок. On the depend on this condition, how to develop shamatha. Каким образом, в зависимости или с опорой на эти 6 благоприятных условий, развивать шамату? Now this one here author explains the two heading. И эту тему автор рассматривает в двух частях. Okay. So preparation practice and actual practice. Это подготовительные практики и непосредственно сама практика. Okay. So preparation practice. Подготовительные практики. Okay. So that is we call it Ngondra practice. Мы их называем практиками ньондра. Okay. So in Uncommon Guru Yoga, Panchen Lama says that, 4 great Ngondra practice. В комментарии к необычной гуру-йоге Панчен Лама говорит о 4 великих практиках ньондры. Okay. So first Ngondra preparation practice. Первая подготовительная практика ньондра for developing shamatha. Для развития шаматхи. In order to enter the gateway to Buddhism, preparation practice of the refuge. Это для вхождения во врата буддизма подготовительная практика прибежища. Then your practice became Buddhist practice. Your meditation became Buddhist meditation. Благодаря этому ваша практика становится буддийской практикой, медитация становится буддийской медитацией. So during the time of Atisha, во времена Атиши, однажды Драмтомпа сказал Атише. And that mountain, there's one monk, 10 years meditation on clay light. Указал на вершину горы и сказал, на той горе один человек 10 лет медитирует. One monk. Один монах медитирует 10 лет на ясный свет. How is his realization? Каковы его реализации? Atisha looked from clairvoyance. Атиша, используя ясновидение, взглянул and tell them. И сказал. 10 years he meditated, but still he's not Buddhist, Atisha says. Атиша сказал, он медитирует 10 лет, но он до сих пор не буддист. Because didn't cultivate refuge in mind. Потому что не развил прибежище в уме. Just try to see the clear light and how they can see the clear light. Просто старается увидеть ясный свет, но как он сможет увидеть ясный свет? Not possible to see clear light if you try to see it. Если вы пытаетесь увидеть ясный свет, то это сделать будет невозможно. It's like trying to, your eye organ trying to see its own organ. Это все равно, что ваши органы зрения, глаза пытаются увидеть сами себя. Not possible. Это невозможно. So this way, Prasanga philosophy, mind can't see mind, not possible. Поэтому clear light can't see clear light, not possible. В философии Прасангики Мадхьямики говорится, что ум не может увидеть сам себя, это невозможно, и чтобы ясный свет также увидел сам себя, это тоже невозможно. Then why in Mahamudra Dzogchen say seeing liberation? А почему тогда в Махамудре Дзогчене говорится об освобождении посредством видения? This is not saying that clear light see itself. It's saying that
when the most subtle mind, clear light, when you directly cognize emptiness, then your mind free of delusion. Здесь не говорится о том, что ясный свет видит сам себя, а говорится о том, что ваш наитончайший ум, ясный свет, когда обретает прямое постижение пустоты, то полностью освобождается от омрачений. Momentarily. Мгновенно. Not like a sutra path. А не как на пути сутры. This is a unique of Tantra. И это уникальная особенность танtra. Yes, okay. So that's where first one draw. In order to enter the path of Buddhism, gateway to Buddhism, practice of refuge first. Итак, первая практика нёнтра – это, как говорится, врата в буддизм, практика в прибежище. This title itself is very interesting. Сам заголовок очень интересный. Second one draw. А вторая практика нёнтра. Okay. Purifying negative karma, practice Vajrasattva. Это практика ваджасаттвы для очищения негативной кармы. This is a very important preparation practice. Это также очень важная подготовительная практика. Third. Третье. In order to give a high merit practice of mandala offering. Это практика подношения мандалы для накопления больших заслуг. So this will explain detail when I give you next Saturday how to engage in this, for want to practice. И более подробно я это объясню вам в субботу, каким образом выполнять 4 великие практики нёндра, которые объясняются в тексте необычной гуру-йоги. Then fourth one. И четвертое. Then in order to receive the blessing of Buddha and spiritual master, practice of Guru Yoga. Это практика гуру-йоги для получения благословения всех божеств и духовного наставника. So these are the want to practice. Итак, это практики нёндры. So then there is a secondary want to, that is a 100,000 prostration, tsatsa and this thing. Существуют также и вторичные практики нёндра, такие как 100 тысяч простираний, 100 тысяч цаца, далее 100 тысяч подношений масляных светильников и так далее. Это вторичные практики. Итак, это подготовительные практики. А теперь сама практика. Так, время закончилось. Так, увидимся с вами. Увидимся с вами в субботу. Силою заслуг, которые я стяжал трудами на этапах пути. Now what are the 5 inner conditions? This is your practice, your medicine. Tell me, I give you 5 medicine, you tell me. Итак, что касается 5 внутренних благоприятных условий, то это ваша практика, это ваше лекарство. Я передал вам эти 5 видов лекарства, теперь назовите их. Первое внутреннее благоприятное условие. Less desire. Меньше количество желаний. Second. Второе. Contentment. Удовлетворенность. Third. Третье. Morality. Нравственность. Fourth. Четвертое. Not engage in so many activities. Не вовлекаться в многообразную деятельность. Once you start it and completing it. Но если беретесь за какое-то дело, то доводить до конца. Fourth one. Четвертое. И пятое. Not having so many concepts. Это не иметь большого количества концептуальных мыслей. So these are the in daily life cultivated. Так, в повседневной жизни развивайте их. Then there is no distraction when you meditate. There is no distraction. Тогда во время медитации у вас не будет отвлечений. When you're content, when you have less desire, then not other than object meditation, what do you think? Когда у вас есть удовлетворенность и у вас мало желаний, то о чем вы еще... И когда есть контроль над телом, речью и умом, благодаря нравственности, и вы также такой железный человек, что если за что-то беретесь, то уже не отказываетесь от этого. Очень сильный. Никогда не сдаетесь. И не имеете большого количества концепций. Don't too much think of future, didn't come. Present moment is one moment. Не особо думаете о прошлом, оно уже закончилось. О будущем не думаете, поскольку оно еще не наступило. А настоящее – это только один текущий миг. Один текущий миг. That's also every moment changing. И он тоже меняется каждое мгновение. Yes, да? And you can't even stay on this present moment. It keep changing. Вы не можете даже остаться в этом настоящем мгновении, оно все время меняется. Then what conception you can have? Тогда какие же у вас могут быть концепции? У вас не может быть каких-то прочных концептуальных мыслей. Yes, да? Хорошо. Okay. In this way, then
this object meditation, if you concentrate, you can, absorb in object meditation. И таким образом, если вы начнете концентрироваться на объекте медитации, то сможете погрузиться в этот объект медитации. This is called absorption. Это называется погружением. At the moment, your concentration is scattered. Why? There's so many factors of scattering the В concentration. настоящий момент ваше сосредоточение рассеяно. Почему? Потому что существует множество факторов для рассеяния. So then you all put together. There's nothing to scatter. Then only one interest to develop shamatha. Then you can absorb in it, develop concentration much easier. Затем, когда вы собираете все свое внимание и говорите, что нет причин рассеиваться, и устремляете его к одному объекту, then you enjoy meditation. Тогда вы с удовольствием будете заниматься медитацией. Yes, there is no anything in the world which is more enjoyable than meditation. В мире нет ничего более приятного, чем медитация. And very dешевый, and very cheap. Бесплатно. И бесплатно. Ясно, да? Самый лучший отдых отдыхает бесплатно. Тель-Авив, билет купи, поехал, Турция, отдыхает, потом обратно придет и говорит, я устал, понятно, да? Поехал, отдыхает, пришел, устал, зачем поехал, отдыхает, понятно, да? Не отдыхал, приехал, я устал, поехал, отдыхает, я устал, понятно, да? Понятно, да? Но там Турция не отдыхает, ведь тело там сидит, думает туда, Москва, что там происходит, что-то, думает, ум не отдыхает. Понятно, да? Поэтому медитация – это отдых ума. Хорошо? До свидания. Хорошо, счастливо.